Друзья, всем привет, меня зовут Игорь Балякин, вы на моем канале по трейдингу, и сегодня я хотел бы обсудить с вами тему, которая очень популярна в последние годы на нашем российском фондовом бирже, да и вообще не только на российской фондовой бирже, вообще в мире, а именно инвестирование. Большинство людей ринулись инвестировать в акции и часто меня спрашивают, а инвестирую ли я в акции вот таким классическим способом, когда мы просто берем, покупаем акции и надеемся на то, что нам будут платить дивиденды компании исправно, из года в год, несколько раз в год, ну, вы сами все знаете. И вот сегодня я бы хотел поговорить с вами о том, как я на все это дело смотрю, как я отношусь к инвестициям, потому как часто после того, как я отвечаю, что я инвестициями не занимаюсь, вот в таком классическом понимании этого слова, купить акции и сидеть ждать, и меня часто спрашивают, а почему, ведь в принципе это и есть торговля на бирже. И вот сегодня я бы хотел ответить на вопрос, почему я не занимаюсь инвестициями, и вообще для начала разобраться, а в чем разница между трейдингом и инвестициями. Так что, если это видео вам интересно, давайте начинать. Но для начала давайте же все-таки разберемся, а в чем разница между классическим трейдингом и инвестированием в акции, потому как человек, только собравшийся торговать на бирже, и для него понятие вот эта торговля на бирже включает в себя все на свете, там в принципе без разбора, это и инвестирование, и трейдинг, и он не понимает, за что ухватиться и что здесь есть что. Вот поэтому давайте начнем с этого. И главной отличительной особенностью инвестиций от трейдинга заключается в том, как мы управляем нашими рисками и что для нас является причиной входа в позицию и причиной выхода. Инвестирование в акции – это когда вы просто берете и покупаете какую-то часть этой компании в виде какого-то количества акций, и в дальнейшем, в зависимости от прибыли, компания выплачивает вам на это количество акций дивиденды. То есть вы получаете пассивный доход, ну если это так можно выразиться. То есть если у компании дела идут хорошо, совет директоров решает, что вам на каждую акцию назначит какую-то копейку, не знаю, несколько центов дивидендов, и в зависимости от того, сколько у вас этих акций, соответственно, вы будете получать какую-то прибыль. И по идее для вас такой фактор, как изменение цен на ваши акции, не должен играть особого значения, потому как вам, опять же, дивиденды платятся из количества акций, а не из расчетной стоимости вашего портфеля. Но здесь, конечно, момент спорный, мы в дальнейшем его разберем, а сейчас давайте перейдем к трейдингу. Что же там? А здесь все с точностью наоборот, потому что в трейдинге решающим фактором является цена, то есть насколько она увеличилась, либо уменьшилась, потому как прибыль трейдера зависит именно от этого. Он пытается сделать деньги на изменение курса, и в принципе ему все равно, насколько хорошо либо плохо идут дела у той или иной компании, потому как он позицию держит чаще всего не очень долго, от нескольких минут до нескольких месяцев, но тем не менее он в любой момент может их сбросить. И когда человек вот только-только начинает входить во всю эту биржевую индустрию, вот эти два понятия, инвестирование и трейдинг, зачастую смешиваются у него в голове. Для него есть одно понятие — торговля на бирже. Ага, ты торгуешь на бирже, значит примерно вот ты покупаешь акции, продаешь акции, но здесь нужно понимать именно с какой целью мы это делаем и с какой целью это делает абсолютно каждый человек. Одно дело это может быть Ларри Вильямс, а другое может быть Уоррен Баффет. И цели их совершенно разнятся. И отсюда может возникнуть огромное количество недопонимания и как вследствие денежных потерь, потому как если вы не понимаете, с какой целью вы покупаете акции в данный момент, с целью долгого удержания и получения дивидендной доходности, либо же короткого удержания и получения прибыли от изменения цены, вы, соответственно, не можете прогнозировать то, какая у вас будет прибыль, какие у вас будут риски, и вы, получается, просто тыкаете пальцем в небо и надеетесь на удачу. Иногда, когда я разговариваю с человеком, который вот только-только недавно начал заниматься торговлей на бирже, я его спрашиваю, может быть, какие-то сделки он уже совершал, он говорит, что да, у меня вот куплены вот такие компании, вот такие акции в портфеле есть. Я его спрашиваю, а зачем ты их купил? И чаще всего ответ такой, что, в принципе, и дивиденды они платят хорошие, и компания ему нравится, и гендиректор там очень харизматичный, да, в принципе, и цена на них растет, я в эту компанию верю. И на первый взгляд, по идее, все звучит вроде как и неплохо, человек сделает деньги на росте цен на акции и получит какие-то дивиденды, пока он удерживает эту позицию, но на самом деле он не осознает огромных рисков, которые есть у него в портфеле. И давайте эти риски сейчас разберем. Как вы знаете, я к любому аспекту жизни привык подходить именно с системной точки зрения, то есть видеть за всем порядок и упорядоченность, и, соответственно, эту же системную точку зрения можно перенести и в инвестирование. Кроме трейдинга, можно этим еще заниматься с точки зрения инвестирования. Так вот, в чем же заключается система, если ее спроецировать на инвестирование? Здесь у нас есть
Так называемая точка входа, вы знаете, всего есть 6 элементов системы, об этом есть у меня отдельное видео на канале, можете посмотреть, там это применимо к трейдингу, но в принципе сейчас мы постараемся разобрать это с точки зрения инвестирования. Так вот, первый элемент любой системы является точка входа, то есть это то самое место, когда мы принимаем решение войти в позицию, то есть купить компанию, ну, либо в случае трейдинга зашортить ее, но неважно, здесь мы принимаем решение, что нам необходимо войти в позицию по данному конкретному инструменту. И какими же факторами это может быть в случае инвестирования? А фактор здесь в принципе только один, а именно как идут дела у этой компании, то есть насколько компания хорошо развивается, насколько у нее высока прибыль, насколько она добропорядочная компания, если так можно выразиться, насколько хорошо она платит дивиденды. Соответственно, если вот таким немножко эфемерным способом оцениваете, а в принципе способы оценки, вот такие фундаментальные способы оценки, они всегда немножко эфемерны и в принципе зависят от мнения стороны наблюдателя. Но тем не менее, решение вы приняли и вы купили какую-то часть компании. Вопрос номер 2, и это является элементом номер 2 любой системы, а где вы выйдете из этой позиции? То есть, что является тем фактором, который вас заставит избавиться от компании? И здесь, в принципе, фактор тот же самый, а именно компания перестала платить дивиденды, у компании дела стали идти плохо, и здесь вы тогда должны, по идее, по логике вещей, принять решение, чтобы выйти из этой самой позиции. И вот здесь заключается самый большой риск, который, в принципе, нету в трейдинге, потому как там главным фактором покупки этой компании является просто цена. Там решающий фактор является цена, то есть если цена превысила какую-то отметку или, может быть, принизила, не знаю, как вы торгуете, но тем не менее достигла какой-то цены, вы в трейдинге акцию покупаете, и фактором, который вас заставит избавиться от этой компании, когда цена упадет. То есть цена пойдет против вашей позиции, и там у вас будет выставлен стоп-лосс, соответственно, вы зафиксируете этот убыток. Здесь вы четко будете понимать, в трейдинге я имею в виду, вы будете понимать, какой убыток вас ждет. Если вы выставляете стоп-лоссы, а не торгуете, как большинство людей, без этих заявок, то в принципе с вами не случится ничего страшнее, чем вы предполагали. То есть вы получите фиксированный убыток, на который в принципе и рассчитывали. В случае же инвестирования, это главная причина, по которой я не инвестирую в акции, это когда вы покупаете компанию, потому что она хороша, если так можно выразиться, и потом дела у нее идут все хуже, хуже, хуже и хуже, не дай бог еще какой-нибудь опять очередной глобальный кризис, который опять наступает для многих неожиданно. И тем не менее, на тот момент, когда вам нужно принимать решение о том, чтобы закрыть эту позицию, то есть выйти из этой компании, цена на акции этой компании может быть крайне низка. Ну, скажем, например, вы покупали эту компанию за $100 за акцию, и на тот момент дела у нее шли хорошо, они платили отличные дивиденды, но в тот момент, когда они уже перестали платить дивиденды, то есть тот факт, когда нас позволит выйти из этой компании, наверняка цена на эти акции будет крайне неблагоприятной для вас и может достигнуть там, $20, $30 или даже $10. Соответственно, совокупная стоимость вашего портфеля по этим акциям может снизиться в 8-10 раз. И получается, на выходе вы получите капитал намного меньше. Да, у вас в принципе будет на конец всей этой истории то же самое количество акций, но выхлоп-то с этого будет практически никакой, и то количество дивидендов, которые вы получите за время удержания этих акций, в принципе, даже никак не компенсирует вот эту потерю от изменения цен. В случае же с трейдингом, мне по правде сказать, он больше всего подходит, потому как он, можно сказать, более честный такой, да, когда мы либо угадали правильное направление, либо не угадали, либо правильно проанализировали, неправильно проанализировали. Соответственно, мы либо правы, либо нет. Но в любом случае мы знаем наш конечный убыток, тот убыток, на который мы готовы пойти. Разумеется, повторюсь, если вы еще раз ставите стопы. И получается, что даже если вариант развития событий для нас не очень благоприятный, нам пришлось закрыться по этому самому стопу, то у нас получается депозит немножко меньше, чем тот, в который мы входили в сделку. И получается, у нас всегда есть как бы следующий день, да, то есть следующий шанс еще что-то сделать. В случае же с инвестированием, распоряжаться депозитом, который уменьшился в 10 раз, наверное, уже не так эффективно, как было это в начале. Таким образом, получается, что трейдер берет на себя те риски, которые он может проконтролировать, пусть эти риски даже и могут быть достаточно велики. В то же самое время инвестор берет на себя те риски, которые он в принципе не в состоянии просчитать. Но тем не менее, среди тех людей, которые так или иначе участвуют в торгах на бирже, наиболее широкое распространение получило именно инвестирование. Во-первых, наверное, потому что это занятие считается менее рискованным, хотя, как мы только что выяснили, это не совсем так, это полуправда. Во-вторых, здесь считается, что здесь особо ничего делать и не нужно. Один раз выбрали правильно компанию и сиди себе годами получай дивиденды. Это такой пассивный доход. И здесь еще одна очень маленькая, но очень важная хитрость, на которую я бы хотел обратить ваше внимание, которую
которую прибегают все брокеры биржи, когда рекламируют и приглашают вас инвестировать в акции. И эта хитрость очень важна, и зачастую в ней скрываются все риски. Когда вас приглашают инвестировать в акции, вам показывают вечно растущий график и говорят: вот смотрите, это график фондового рынка, и он постоянно идет вверх, поэтому если вы вложитесь в него в любой момент, ваши средства всегда будут приумножены. И в принципе так смотришь, правда же, график настоящий, все отлично и можно вступать в бой. Но на самом деле здесь и кроется большая опасность, потому как чаще всего вам показывают не график какой-то конкретной акции, а графики индекса. Что такое индекс? Индекс — это расчетная величина, которая представляет из себя средневзвешенное значение стоимости какого-то количества набора акций в данной конкретной бирже, в данной конкретной стране. Ну, например, есть индекс РТС, МВБ, S&P 500, ну и так далее. На самом деле их очень-очень много, и они показывают что-то вроде среднеарифметического какого-то набора акций в этом самом индексе. И, как правило, это самые мощные компании, самые высоколиквидные, те компании, у которых самая высокая капитализация на рынке. И вот так я рассказываю, кажется, что, ну, вроде все правильно, да, конечно, вот компании и есть, они самые мощные, самые красивые, они составляют, в принципе, индекс, и индекс всегда растет, значит, и компании всегда растут. Но нет, вот здесь и является одна очень маленькая тонкость. Индекс — это набор не каких-то конкретных компаний, которые существуют там многие десятилетия. Нет, компании постоянно добавляются в этот индекс и убираются из него в зависимости от того, как у них идут дела. То есть, скажем, если компания себя чувствует хорошо, у нее большая капитализация, цены ползут вверх и ликвидность высокая, то компанию могут добавить в индекс. А если у компании дела идут плохо, цены у них упали, ликвидность упала, никому она больше не нужна, ее благополучно из этого индекса убирают. И получается, что это такая подстраиваемая величина. Да, в принципе, индекс, он продолжает ползти наверх, но каждая конкретная компания, она может упасть и, в принципе, вообще даже обанкротиться. Понимаете, да, в чем заключается именно подстройка индекса? То есть он вроде как и отображает общее состояние экономики, может, страны или что-то, но в вашем конкретном случае это, в принципе, значения не имеет, потому что вы будете покупать конкретную компанию. Да, в принципе, индекс можно тоже купить через фьючерсы, но это совершенно не про инвестирование. Фьючерсы — это, опять же, в большей степени про трейдинг, и там невозможно уже будет получать, конечно, дивиденды, и его постоянно нужно будет обновлять, потому что у фьючерса есть срок давности, но это совершенно уже другая тема. Но главную суть, я думаю, вы поняли. Когда вы покупаете какую-то акцию, глядя на график индекса, вы занимаетесь самообманом, потому как ваша конкретная акция не будет вести себя как индекс, ну, возможно, не будет. Возможно, конечно, и будет, может быть, даже обгонит индекс, но вероятность того, что она упадет и обанкроется, тоже есть. То есть получается, что заслуга того, что график индекса постоянно ползет вверх, при том, что некоторые компании разоряются, лежит на плечах конкретных людей из какого-то комитета либо комиссии по данному конкретному индексу, которые раз в квартал или раз в полгода решают, какие компании из него убрать, а какие добавить. Понимаете, да, в чем подвох? Чтобы совсем все было понятно, разберем совсем на простом примере. Допустим, у нас есть индекс, который мы с вами создали, который будет состоять всего из двух компаний. Первая компания называется компания А, вторая компания называется компания Б. Так вот, допустим, у нас доля этих компаний в нашем индексе будет ровно пополам. Стоимость одной компании $100, стоимость другой компании, скажем, $50, обе они замечательные, отличные, приносят прибыль, и, соответственно, наш индекс будет в районе там $75. Если взять их, там, сложить стоимость и поделить на 2, вот среднеарифметическая получится там $75. Допустим так, это по упрощенной форме. Но потом наша компания Б стала чувствовать себя не очень хорошо, пришел кризис, и, в принципе, цены на ее акции упали, люди перестали ее покупать, и продукция ее больше никому не нужна, и эта компания стремительно начала падать и упала, скажем, до $1. Мы в следующий раз собираемся и говорим: слушайте, у нас такая проблема, компания Б совсем плохо себя чувствует, нам нужно как-то подбодрить наш индекс, и необходимо, чтобы акции, которые находятся в нашем индексе, соответствовали нашему статусу. Соответственно, мы убираем компанию Б и добавляем в нее на данный момент крепкую компанию С, которая имеет стоимость, ну, скажем, $50, и, в принципе, она просто заменяет компанию Б на ее месте. И таким образом получается, что одна компания полностью свалилась в пропасть, но наш индекс благополучно растет вверх, и, в принципе, все замечательно. И, в принципе, все индексы на Земле живут вот примерно по вот таким же схемам, компании с них убираются, добавляются, этим занимается специальная комиссия. Правда, рассчитывают они все это по более сложным каким-то схемам, и компаний в этих индексах намного больше, чем две, скажем, там в S&P 500 там более 500 компаний. Российский индекс РТС, как по мне, описан так вообще еще более эфемерно. Это просто набор компаний, которые имеют наибольшую капитализацию на данный момент. Какое их количество, что это за компании, ну, как по мне, не очень понятно.
Но есть, разумеется, и другая причина, по которой я не занимаюсь вот таким классическим инвестированием в акции, а именно доходность. Доходность здесь, если не ошибаюсь, варьируется в районе 5%, 7%, я имею в виду дивидендную доходность. И в лучшем случае она достигает 10-12%. Для трейдера, который может извлекать деньги из движения котировок, и порой доходность может быть существенно больше, эти значения крайне несущественны. И в связи с тем, что также тут присутствует и риск, о котором, как я и сказал, не говорят чаще всего рекламные проспекты, говорят, что здесь пониженный риск и средненькая доходность. Так вот, учитывая то, что здесь все-таки есть риск, который мы в принципе не можем просчитать, и умеренная доходность меня, конечно, не может устраивать. Вообще в таком обширном вопросе, как приумножение капитала, я стараюсь придерживаться принципа штанги, который я писал в своей книге Насим Николас Талеб. Вкратце заключается он в том, чтобы мы использовали малую долю нашего капитала, скажем, 10%, в высокорискованные, но в потенциально высокодоходные предприятия. Это могут быть различного рода венчурные инвестиции, либо тот же самый трейдинг. С другой же стороны, оставшиеся 90% мы должны вкладывать практически в безрисковые, и в то же время бездоходные активы. Это могут быть, например, облигации федерального займа Америки. Здесь мы можем быть спокойны за сохранность нашего капитала в большей степени, и доходность будет такова, что будет покрывать лишь, наверное, малую долю инфляции. И вот этот баланс мне в большей степени не подходит, потому что вот это все средненькая доходность, средненький риск зачастую является таким самообманом, и там кроются наиболее высокие риски. И вообще, на самом деле, когда я смотрю на весь вот этот царящий ажиотаж вокруг инвестирования, все пытаются открыть брокерский счет, инвестировать и заработать на этом денег, мне вспоминается так называемый эффект черлидер, который сформулировал знаменитый Барни Стинсон. Если знаете, кто это, ставьте лайк. Вкратце он заключается в том, что когда мы смотрим на всю команду в целом, то нам кажется, что там каждая девушка как на подбор. Все стройные, красивые, все замечательно. Но если мы начнем присматриваться к каждой из них по отдельности, то эффект может быть уже не настолько ярким. Что-то похожее сейчас происходит и в инвестициях. Когда мы все слышим это как будто бы общим планом в параметре шума, то кажется, что все вокруг зарабатывают. У кого-то портфель вырос, кто-то смог на этом заработать, все отлично. Но если мы начнем присматриваться к истории каждого инвестора отдельно и возьмем большой промежуток его деятельности, то там окажется, что, возможно, были и большие потери, и вообще, в принципе, он прекратил этим заниматься, потому что чувствует, что это дело бесперспективное. Ровно таким же способом, кстати, и сформировался миф о том, что дельфины помогают утопающим и толкают их к берегу. На самом деле причина этого заблуждения кроется в асимметрии, когда о том, что дельфины действительно помогали, есть сведения, а о том, что они не помогали, сведений нет, потому как тот человек, которому не помогли, он просто-напросто утонул и не мог рассказать об этом. В действительности же для дельфинов это может быть просто игра, они любят играть с тем, что находится в море, ни больше, ни меньше. Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать о своем отношении к инвестированию, почему я им не занимаюсь трейдингом, хотя там тоже очень много рисков, с которыми нужно справляться. И задача этого видео была не в том, чтобы отговорить вас от занятий инвестированием, нет. Задача этого видео была показать вам просто другую сторону этой медали, потому как чаще всего нам преподносят все в радужном свете, а потом для нас могут всплыть некоторые обстоятельства. Так что, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставляйте свои вопросы в комментариях. А на этом у меня все. Пока.